Бабушка у нас считается, ну да, как тут назвали, любимым человеком Тоси. Но скорее я бы больше назвала это как любимым человеком, на котором можно посидеть и не бояться ничего. Потеснить бабушку с этого места... Не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Я просто знаю, что мы очень дружны с Тосей. Вообще, она любит каждого в нашей семье, и каждый находит в ней свою подружку. Мы очень любим Тосю, но с места любимого человека, на котором можно посидеть спокойно, это все-таки остается бабушка, потому что бабушка стоит, Тоська на нее прыгает, бабушка ее не смахивает, ничего, бабушка просто наслаждается тем, как у нее обезьяна сидит на плече. Все, но если Тося залазит ко мне на плечо, чаще всего я как-то очень боязно к этому отношусь, потому что один раз она укусила меня за ухо, потому что я что-то не так сделала или как-то отреагировала не так, и поэтому я как-то стараюсь, чтобы она не очень долго сидела на мне. Продолжаю ли я вести свой дневник? Я продолжаю его вести. Этот человек явно следит за моим инстаграмом, потому что именно в инстаграме я рассказывала о том, что я веду свой личный дневник. Это мой личный дневник. Вот он. И здесь стоит моя очень старая фотография. Я не знаю, с какого года, но это было в Ливадии, на море. Мы еще жили на Дальнем Востоке. Мама меня сфотала, я там была вся такая маленькая, миленькая. Все вот эти позы, вот эти вот. Этот дневник как-то мне просто купила мама, подарила. У него еще здесь был где-то замочек. Ну, не суть. Я очень люблю вообще декор, все вот это вот красивенькое, девчачье. Вот это мой день рождения. Это было в 16-м году, а вообще я начала его еще в 15-м, пока что еще не закончила. Вот. Но почему, если я начала его в 15-м, сейчас 20-й, блокнотик-то вроде и небольшой по объему. У меня был момент, когда я в 17-м году просто прекратила в нем писать, я его забросила, и у меня не было вообще как-то мотивации, я не очень хотела это делать. И, кстати, вот как раз-таки в 2016-м я сделала день 21 Pilots. С 2016 года я мечтала вообще с ними встретиться, побывать на их концерте, и только в 2019-м сбылась эта мечта, но она сбылась, поэтому верьте в свои мечты. Здесь вот вылетает Аэрофлот, мы куда-то здесь летали, так, я это потом все сложу, тут в поезде. И вот это вот все, это, конечно, я очень люблю записывать всякие свои какие-то жизненные истории, потому что я понимаю, что это моя история, и когда, например, мне будет лет 30-40, я просто открою этот дневник и буду с теплом на сердце вспоминать все моменты, которые я там описывала. А я все описываю, если честно, прям досконально, прям все очень подробно. И также у меня есть вот такой, ну, тоже, так скажем, дневник. Я его уже закончила, и появился он у меня в ноябре 2018 года. Я очень быстро его, на самом деле, закончила. Вот. Но здесь он идет как ежедневник, но для меня он, по сути, был как личный дневник, потому что если я здесь... В начале было очень много декора. В начале прям я очень любила это. Вот. Потом на какой-то момент я опять же таки почему-то опять начала... На месяц я забросила его буквально, но потом поняла, что я не могу его забросить, потому что он мне очень нравится. Всякие распечатки, всякие мои наклейки собственные, которые я сама рисовала, разукрашивала, всякие плейлисты моих любимых песен, фильмов, актеров, книги. Это все здесь, и
если я пишу какое-то дело, например, завтра у меня там съемки на проекте «Ты супер», это уже считается как какое-то событие в моей жизни, и я считаю, что это тоже как личный дневник, в котором я также описываю то, что я делаю. И там есть такие пустые поля, где я описывала то, как проходили наши съемки на проекте, как мы шли с мамой в магазин за продуктами, допустим. Ну, все вот такое жизненное. Я его закончила, и мне очень жалко, что он закончился, потому что это просто тот формат, который я обожаю, люблю и никогда не перестану его любить. Я очень хочу купить уже купить второй, потому что он просто идеален. Но сейчас из-за карантина очень трудно вообще что-либо покупать, делать. Кстати, я недавно в интернете видела такую шутку. Откройте, пожалуйста, магазины с одеждой, у нас размеры изменились. Это прям жиза, ребятки. Также здесь задается такой вопрос, что если бы мне предложили переехать за границу и жить там, приняла бы я такое предложение. Если бы оно было достойное, прям достойное, я бы его приняла, но предложение выглядело бы чуть-чуть иначе. Я бы не согласилась жить там. Я бы согласилась как-то развиваться, заниматься там творчеством. Ну, то есть показать себя не только в России, но также и по всему миру. Но переехать туда пока что вот я говорю нет. Я туда переезжать не хочу. Последний вопрос. Возможно ли приобрести какую-нибудь подделку вашей мамы? Ну, это последний вопрос именно от этого человека. Подделку моей мамы... Кто не знает, моя мама вяжет. Так, моя мама вяжет. Мама тут вот за кадром сидит. Это мамино хобби. И мама очень любит вязать всякие очень прикольные штучки и игрушки. Я очень люблю их, вообще очень их люблю, потому что мама очень у меня талантливая. Просто посмотрите на то, как это связано. Я не знаю, как мама это делает, я пыталась на самом деле. Я в своей жизни связала 2 цыпленка, 2 маленьких цыпленка и подарила одного моей очень хорошей подружке на проекте, а другого тоже какой-то хорошей подружке на проекте. Не какой-то, а также хорошей подружки на проекте. И недавно моя мама сделала мне такой подарочек. Ну, на самом деле, я у нее попросила, намекнула, отправила фотографии, сказала: ну-ка, мама, а можешь ли ты такое? И мама связала мне вот это. Вот такое мама связала. Я не знаю, в курсе ли вы, не в курсе. Ну, мне кажется, большинство из вас не в курсе, кто это. Но самое главное, что я понимаю, кто это. У него здесь ушки, шапочка снимается, причесончик, все как надо. Все, тут капюшончик, он также одевается. Все вот это снимается, ботиночки, красные носочки. Это прям кукла мечты, ребятки, я вам так скажу. Кто не понял, это солист группы 21 Pilots, Тайлер Джозеф. И я вот межуюсь между тем, чтобы мама на день рождения мне связала либо барабанщика Джоша Дана, либо очень милого зверька, которого создали пилоты. Пилоты — это 21 Pilots, если кто не знал. Его зовут Нед. Можете посмотреть в интернете. Он также есть в их клипе Хлорайн. И поэтому я пока что не знаю, кого мама мне еще свяжет, но очень хочу, чтобы вся коллекция была у меня дома. А насчет того, можно ли приобрести, мама не вяжет похожие игрушки, каждая игрушка уникальна, и скорее всего нет, потому что мама не любит вязать одно и то же, потому что мама не... Как это сказать? Она не машинка, которая делает эти игрушки. Мама живой человек, которая просто увидела прикольную игрушку и связала ее. Вот это моя мама. Также вот такого Деда Мороза мама связала. И у этого Деда Мороза есть одна копия, которую я подарила своему педагогу по вокалу Ольге Анатольевне Донской. И
Это единственная игрушка, которая есть в копии от моей мамы, естественно. У него здесь есть штаны или трусы, я не знаю, что это такое. Он умеет сидеть, у него все гнется, он очень прикольный. Шапка у него снимается, тут лысина. Это просто игрушка мечты, я вам так скажу. Сидел он у нас под елочкой на Новый год, и я просто люблю то, что делает моя мама. Моя мама очень любит меня радовать этими приколюхами просто, я не знаю. У меня каждый день какая-то новая игрушка от мамы, и я уже не знаю, куда я буду их девать, потому что у меня все фортепиано в этих игрушках, весь стол в этих игрушках, у нас в зале везде эти игрушки, но я не говорю, чтобы мама останавливалась, потому что это гениально, ребятки. Если кто-то вяжет, не останавливайтесь, и если захотите продавать, продавайте, потому что то, что делается своими руками, это всегда делается от души, а если это делается не от души, то это делается и не своими руками. Вот, поэтому приобрести, к сожалению, нельзя. Продаже вот это вот все не подлежит. Мне приходили некоторые предложения от продюсеров, но мне нужно выучиться, сдать ЕГЭ, поступить в вуз, и сейчас я поняла, что до 18 лет не буду ничего заключать, потому что это, считайте, нужно окунуться полностью в творчество и вообще забыть про учебу. Я к такому не готова, поэтому пока что так. Вообще, я человек, который очень любит экспериментировать и узнавать что-то новое. Это заметно по моему последнему каверу. Кто не видел, переходите в Инстаграм, смотрите, чекайте. Вот. Надо же было как-то пропиариться. Я буду, скорее всего, пробовать включать в свой репертуар такие песни с, допустим, арабскими напевами, с какими-то восточными. Это очень интересный опыт, поэтому, да, я думаю об этом. Я всегда говорила, что тексты песен для меня очень важны. Смысл — это одна из главных частей, которая есть вообще в пении, в вокале, в песнях. Приоритет у меня не поменялся. Я также сперва смотрю на смысл текста, смысл песни, а потом уже на то, как хорошо я покажу свой вокал в этой песне. Насчет Гаваны. В Гаване все бэки прописывала я. Насчет... как это называется? Аранжировки. Насчет аранжировки. У меня есть очень хороший знакомый из проекта «Это супер», который владеет этим искусством. И также он прописан в Ютубе как Александр Степин, если кто не знал. Очень хороший звукорежиссер, вообще очень хороший человек. И саму минусовку, как вы тут заметили, что она не очень похожа на оригинальную, писал он. Я просто иногда вносила какие-то коррективы, в смысле, тут хочу кача, тут бита, там еще что-нибудь такое. Пока что я не очень сильна в этом, именно в создании аранжировок и музыки, но насчет бэков я уже что-то начинаю понимать, поэтому Гавана была первым кавером, в котором я попыталась поэкспериментировать со своим голосом, и надеюсь, что у меня получилось. Как я уже говорила ранее, да, все бэки я записываю сама. Тут также человек пишет о том, что Wicked Game от меня звучит супер, как ваш голос. На самом деле Wicked Game
Кстати, да, в Wicked Game есть маленькие... Как это называется? Там есть такое, знаете... Вот такое что-то есть. Это бэк-вокал, но это исполнено не мной. Это уже сделано аранжировщиком на проекте «Ты супер». Никто меня не спрашивал, хочу ли я эти бэки. Поэтому, если это звучит как мой голос, супер, но именно те бэки я не прописывала. Да и в принципе я не могу назвать их прям такими полноценными бэками. Ну, вот так. В Wicked Game моих бэков нет. Но в Wicked Game, конечно же, пою я сама, без чьей-либо помощи. А как ваше здоровье? Я надеюсь, что вы все у меня здоровы, счастливы. У нас все хорошо, мы все здоровы, живы, счастливы. Вот, поэтому у нас со здоровьем все отлично. Я выйду на улицу. Все просто и банально. Все, я ответила на этот вопрос. Раньше я этого не делала, но с недавнего времени, где-то уже полгода, я распеваю свой голос перед выступлениями, потому что подростковый возраст дал о себе знать, и если я не буду распеваться, то не факт, что я спою. Вот, поэтому, да, я распеваюсь, без этого сейчас никак и никуда. Ну, во-первых, не Гнесинки, а колледж имени Гнесиных. Правильно, да? Правильно. Мне поставили незачет по вокалу, автоматически не допустили, получается, до второго экзамена, до сольфеджио. И я не знаю, почему так произошло, и я у них об этом не спрашивала. Да и знаете, мне как-то сейчас на самом деле уже все равно. У меня на странице и правда очень много фотографий с разными артистами и вообще музыкантами и с известными личностями. Но очень малая часть из тех, с кем я сфотографировалась, следят за моим творчеством или, например, отвечают мне на сообщения. Например, за мной в Инстаграме очень активно следит Игорь Яковлевич Крутой. Вот, мы как бы поддерживаем, так скажем, связь, но я очень рада этому, мне очень приятно. Да вообще, знаете, еще можно называть достаточно имен, которые пишут мне, которым я пишу, с кем могу там, не знаю, поделиться какой-то новостью, но чтобы называть имена, не знаю, это будет очень долго. К 21 Pilots я пришла в 2016 году осенью, и тогда я очень любила смотреть по телевизору Европа Плюс. Там показывали клипы разных известных музыкантов, артистов, и как-то я заметила их клип на песню Stressed Out, который сейчас, кстати, недавно набрал 2 миллиарда просмотров. Вот, такая отсылочка. И мне очень запомнилась эта песня, а потом я увидела еще их клип Hiddens, который также показывали на Европа Плюс. И я решила, что я обязана запомнить, как зовут этих артистов, и найти их в интернете. Через какое-то время я так и сделала. И когда я послушала буквально еще, наверное, 2-3 их песни, я поняла, что мне очень нравится их творчество, и вообще тексты Тайлера очень цепляют. Чем именно? Конечно же, своим смыслом, своими подтекстами,
тем, что он дает пазл, а ты должен его собирать. Я, на самом деле, очень люблю такое. Именно этим, кстати, отличается зарубежная музыка от нашей, например, российской. Философия их творчества... Да, я считаю эту философию очень глубокой, и ту историю, которую создает Тайлер вместе с Джошем, это что-то невероятное. По крайней мере, я такого ни у кого, именно такого подобного, я ни у кого больше не видела. Мне никто не подсказывал. Да, наверное, это просто цепь случайных, не случайных случайностей. Просто увидела, просто понравилось. Вот и все. И поэтому я уже как 4 года их фанатка.